Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем строить немного необычную квартиру, на которой я очень давно хотела построить. И новое дополнение или каталог, что там, в общем, нарядные нитки с их висящими красивыми горшками подтолкнули меня к этому шагу. Так вот, я очень давно хотела построить такую квартиру, где бы сочеталось большое количество растений, которые были бы внутри, снаружи. И я подумала, что как раз-таки вот эта единственная квартира с балконом, она идеально вписывается в эту концепцию, что можно внутри нее сделать оранжерею такую себе, где можно заниматься цветами, где, в принципе, уже много цветов, где можно создавать букетики и так далее. В общем, я подумала, что время настало, потому что новое дополнение, оно как раз добавило то, чего мне на самом деле не хватало, а именно горшочков. Так вот, что насчет нового дополнения? Я на самом деле наблюдала за тем, как люди строили, другие симмеры, что они построили. Собственно говоря, все построили домик бабушки с вязальной комнатой и все. Потому что, на самом деле, для стройки как-то в этом дополнении не так уж много чего сделано. Ну, в принципе, это логично, потому что эти нарядные нитки, они направлены все-таки на геймплей больше. То есть, появилось новое занятие, большое, такое интересное, которое такое добавляет интересности в саму игру Sims, то есть можно еще какое-то действие делать наконец-то, а не только рисовать, играть на инструментах и так далее. А вот для строителей нам оставили только эти кресла-качалки. Единственное, что полочки классные, да, согласна, вот эти треугольные, если честно, мне кажется, я их где-то вживую на самом деле часто видела у блогеров на заднем фоне. Они мне, конечно, очень нравятся. И, собственно говоря, моя личная любовь – это вот эти растения в горшках. Единственное, что они неудобно расположены. Получается, они поштучно, они расположены по цветам, не один горшок и много цветов, а много-много разных горшков, они разной длины, и я, в общем, постоянно натыкалась абсолютно не на ту длину, и это немножечко раздражало, но, в принципе, можно привыкнуть. Но я думаю, что я просто запомню со временем, где какая длина, разберусь с этим делом. Потому что я первый раз, на самом деле, строила с этим дополнением. Я все ходила вокруг него, думала, вообще нужно оно мне или нет, но поняла, что, конечно же, я захочу, конечно же, не смогу пропустить, потому что я некоторые дополнения люблю только исключительно из-за каких-то маленьких дополнений, в смысле маленькой мебели, еще чего-то, а все остальное не использую. Хотя, в принципе, когда много строишь, ты уже начинаешь все использовать. Так что, думаю, нарядные нитки тоже будут очень даже кстати. Так что, в принципе, дополнение. Если честно, я геймплей сам по себе еще не пробовала. Я не пробовала вязать, не заставляла своих симов, потому что сейчас я больше строю, чем играю. Но у меня есть еще третье поколение мамочки из челленджа 100 детей. Я думаю, что она как раз-таки начнет вязать, потому что они у меня уже, эти мамочки, и писали, и рисовали, и занимались садом, и чего только не делали. Единственное, что они эко-жизнью не занимались, потому что я немножко подзабросила этот проект, потому что, откровенно поднадоел. Так как он на самом деле быстро надоедает, потому что одно и то же, и как бы ты ни разноображивал, ты в любом случае только ходишь на свидание, беременеешь, рожаешь, растишь детей, и так по новой, и по новой, и по новой. Поэтому нужно делать в нем, конечно, большие перерывы, так что я думаю, что я вернусь к этому проекту и как раз займусь эко-жизнью, вязанием, чем-то таким, навяжу всем своим пупсам новые одежки. Мне кажется, это прикольно, особенно то, что, правда, теперь младенцев можно одевать иначе. Это как раз-таки для 100 детей будет идеально, что можно хоть немного разнообразить их бытность.
этих многодетных мамочек и их руководителей, которые всем этим занимаются, собственно говоря, самих симов. Так вот, по поводу постройки. Я сделала очень большую оранжерею именно внутри квартиры, то есть я занесла это все вовнутрь. Я сначала думала, что это сделать полностью на балконе, потом поняла, что как-то такое, потому что есть же зима, и все замерзнет, заметет снегом. Зачем оно надо? Поэтому я придумала концепцию того, что будут большие окна, и сквозь них будет все видно на улицу, и как бы будет создаваться такой себе парниковый эффект, что-то типа того. И, в принципе, внутри самой квартиры я поразвешивала и порасставляла очень много растений максимально. Я кое-что дополнила из нового каталога, какой-то там столик, по-моему, еще что-то, так по мелочи. Диванчики очаровательные, да, согласна, диванчики неплохие и коврики неплохие. Мне нравится в последнее время стали добавлять коврики, которые не просто как прямоугольники, а они как будто имеют все-таки какую-то фактуру, то есть какие-то там бахромушечки, какие-то там складочки, в общем, что-то такое, что выглядит более интересно, более живо, поэтому я прям, это порадовало, я забыла, что там вообще есть ковры, и они мне, конечно, так были неожиданно приятны для меня. И, в принципе, вся квартира получилась такая какая-то миленькая, яркая, вся такая красочная, сочная. Получилась еще желтая спальня, я не ожидала, честно. Я оттолкнулась от кровати с подсолнухами, потом меня понесло, шкафчик, тумбочка, все желтенькое, мне кажется, в принципе, очень даже неплохо. Так что получилась очень зеленая, яркая квартира, в которой может жить человек, который занимается растениями, флористикой, экологией. Я думаю, ему понравится. И, в принципе, конечно, эта квартира на одного или двух людей, не более. Хотя, если постараться, в принципе, спокойно можно вместить еще одну кровать, там, например, для ребенка. Но я очень часто, конечно, строю квартиры для одиночек. Надо будет исправлять это дело. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк, возвращайтесь, еще будет много интересных построек. Приятного просмотра!